Ассаламу алейкум, горцы! Приветствую всех новых зрителей этого канала. Меня зовут Мухаммад, и сегодня мы проведем один день в горах Чечни, чтобы показать вам контраст между городской и сельской жизнью в Чечне. Уверен, что этот выпуск не оставит никого равнодушным, поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Приятного просмотра! Arbo, خدا را هیچ نیست. هیچ Neyse bu ya şu. Aha, elk diyor hout da kaç yıl söylüyor dedi. Okçu neyse ben bir hakiki ama haklı bu kübün hakiki haklı bu. Ага. Арбо настраивает наш рабочий инструмент, с помощью которого мы будем косить сегодня траву. Смуха, Майрон, как дурбой. В конце концов не удалось настроить нашу косу. Вот эта штука сломалась. Теперь арбу придется заново при помощи зубилы и молотка вырезать вот этот маленький кусочек железа и делать такой же еще один. Это очень сложная задача. Например, я лично такое сделать не смог бы, потому что мне не хватило бы элементарно терпения. Уже с утра несколько раз здесь поменялась погода. К сожалению, не удалось починить косу. Сейчас мы поднимемся, будем собирать сено и покажем этот процесс. Это очень интересно, как Арбо с Лейлой вместе работают, синхронно, так сказать. И мы тоже вместе поможем, я окажу свою небольшую помощь в этом. Пошли. Неугомонно Арбо уже поднялся, мы сейчас идем за ним. Молодежь пытается вовсю не отставать. Арбо, бабе, шуё! Я сейчас иду и думаю, как он здесь поднимался. Ему 63 года, по-моему, если я не ошибаюсь. Прям настолько крутой подъем здесь, реально. И он еще умудряется здесь работать, представьте. Я ровно встать не могу здесь. Халуайн, сюга дает. Куда диз? Хаэл диза только сон. Сдохер дяждор. Амуд, покажи этот инструмент. Здесь еще не только работать. Здесь еще... Моя съемка, помер! А зря ты. Наш дружище Лёма приехал. Решил поддержать нас танцем, так сказать. Немножко. Вait, what is on? Алло, Лейла! Лейла! Удачи! Лейла тоже подтягивается. Команда сейчас собирается у нас здесь. О чем же шла речь? Подожди. Я хотел показать вот этот инструмент. Арбу. Алло? Такое интересно. Вот одна штучка упала. Это что-то вроде граблей, да? Арбу? Арбен, про любого лакайтивай. Лакит. Хадитан хинт мунда диес. Иш да? Просто чух яхчан, яли иш хагули чан. أتحكم لغة شو أحكم لغة حقول يزن خود ديس أبوك يا أخي قولي دعتها تي شو قريب كروتشي
5 минут не прошло, он забрал у меня грабли. И купят арбу. Масгуля есть, а не уал. 70, 70, да? 87. А, уже масгулина, хинз. Койт гулини. Тойрует ах, 70, я. Ой. ده ما شغل لا عود يا شيخ حرب وحرب شو خدع سوق سبرات يتان شايق شو هين خاونر مودة دي شيخ ما يلا هريش شو أحكي شو ري الوش سوق الوش ها حجل حجل да хочу посмотреть на это. Арбо говорит, что если Лейла будет собирать, то быстрее закончит. Представьте. Надо посмотреть на это. Удивительная женщина, на самом деле. Оба. Жена, друг, соратник, помощник. Все в одном лице. Arbo, говорят, чын чуадуак каярю. Мат туак курду. Дак дел чултя, да? Таатаатин, да? Дог, ты дог их читал, сателвы? Сателвы? Ага, оказывается, в конце сентября только они будут спускать отсюда этот сток сена. Я пошел помогать, что-то я очень слишком много говорю, мало делаю. Никогда в жизни не сказал бы, что буду этим заниматься. И на самом деле это очень приятно. Наверное, приятно, потому что я делаю в первый раз. А для тех, кто работает каждый год, каждый день уходящего лета, это приносит не столь много удовольствия, как мне сейчас. И напишите обязательно в комментариях, кто этим занимался еще. И кто не занимался, а хотел бы тоже. Арбо, технологии, цаюза, мода здесь аккуратно или губах, да? Цанаюш, уханаюш. Ага. Вот сюда. Ага. Нижние. Там, где мало травы, туда и кладем. Вот так. И, кстати, сегодня с нами наш подписчик Руслан, который приехал из Иваново. Покажи Руслана. И он сегодня в роли зрителя, наблюдателя.
интересно. Как тебе, Руслан, интересно, да? Да, очень интересно. Для меня вообще большая честь участвовать в съемках этой уникальной программы на канале National Geographic. Руслан видел, как это собирают, но он не знал для чего. И среди наших подписчиков, наверное, тоже есть такие. Вот эту траву мы собираем для животных, чтобы им было что поесть зимой. А зимы здесь очень суровые, и травы, как правило, на лугах нет. А питаться, соответственно, нечем им будет, если мы не будем работать летом и осенью. Снимаешь ты? У меня еще один вопрос возник. Высота горки как определяется? Арбу, лакалят, лакал. Матсатсемек шуду. Хокун ахки и. Дик халага туала. И долго ли? Иш ликмаят? Вахты ан халюки. Представь, я думал, что эта горка должна быть такой же высоты, как та. И? И? Духи على وقتك. مين بيعك؟ يو. Трамбовать Лейла Агеевич. Оказывается, трамбует у нас Лейла. Она сюда залезает на лестницу. Лами Таня, да? Лами Таня, Алла Иоли. Трамбовки обо. Вот смотри, 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 как она залезает. Уже залезает. Лестницу покажи. По лестнице она забралась. Вот по этой лестнице. А эти? Ацахода. Куда я сейчас? Сурдахка, что? والله عرب والله Из Huндящу. Арбо, иш Хундя. الله هذا سوق Лахтит, тядик, лахтит, да? Хун Амина. Да, это завершающий этап этого стока. Сейчас он будет надевать шапку. Если дословно перевести, он делает шапку. А то, что потверже, последним, да, пойдет. Ирун Дяшер. Дик вайлет, да? Догарик, ты елом чаиз? Ага. شدت على القوضون Кюк цан ходос. А? Не расходится. Але надел копье. Это шурма для лошадки. Шаурма для лошадки, ебать. Але. Шади. Диги. Диг. А? Люля-кебаб для лошадки. Все, мы закончили собирать один сток сена уже. От начала до того момента, как мы положили шапку, мы сняли, показали вам. И сейчас надо немножко перекусить
отдохнуть, набраться силами и обратно возвращаться сюда, чтобы собирать дальше такие же стоги. Картошка. В одном из самых популярных выпусков на моем канале, который набрал 500 тысяч просмотров, один человек написал комментарий, что неплохо было бы помочь Лёме с Арбой в проведении воды, там купить некоторые принадлежности, которые бы упростили бы жизнь в горах. И я решил объявить сбор. В предыдущих видео, в моем одном из предыдущих видео, я сказал, что мы объявляем сбор, и хотел помочь с водой тоже. Оказывается, вода, тот источник, который там был, он иссох, и сейчас Лейла идет еще дальше за водой. Вот мы сейчас направляемся в это место и покажем вам. И она проходит просто огромное расстояние с 2 ведрами, чтобы притащить до того места, где они живут, воду. И нам надо сейчас в любом случае помочь им в этом. И мы сделаем все возможное для этого, иншаллах. Отсюда, сюда она приходит, отсюда забирает воду в ведрах. Хокчур уйти, да, арбу. Кузак, корга моя, то хаму уйти. Жим гулда, да? Чами тяни уйчирдук. Аллилуйя. Хокка здесь ямки, по-моему, тоже небольшая, надо проверить глубину. Но это не глубоко. Короче, с водой очень большие проблемы. У Арбо на участке уже лежит некоторое количество шланг. И можно докупить уже, потом провести. Хархи халдоле Арбо. Хархи халдел. Юкуз моторчик ват ба. Ихи халдела. Даул мабу моторчик. Куз худич ба ахир дартиш. دغدي كان عبوخ مختو Догдошин хабах قيرويت أخي. يقول دغد ما ين باغلا حوصدات باغلا عبوخ دق حالدير دهدات. لا يم بعد رامي هم دعتك بيت أنا ديت دعت صديق. دعتوش بره ديتن شوش مايو Моторчик чуть бельно кузар. Общая эстра, дардарина. يو هنا نوي هو تنساهم هو تزو شو عاوز شو قبل شو نوي ديك خلي نوي وقت يزق. يس خي شو عاوز ندوي شو دايت Да. İşte yüzde daha digin. He dayten tikçur uraya. Tikçu motorчик ватен. شو بنشان يقول خدر. عمر داك مرسي دغ هم داك خي شو يردو شيء يا اخي ودعمو البقة ديل اشكو ديل اشك Değil erken. دارني دوار موش دارني دوار خدوي دلاليكين Hal mi çarvadı o? الله قاتل الله باز سنة ناس سلاي شاست نان عيا قدة هوا بيدرس تكلمي سؤال تنزع قدر دقيقة هنا خمسة أخي Göremez bakın. هو خودو كلمة Hava kuzar xid dati yıkdı. Xıldı o. دو O xıldı. Şu an otsul dehni xıldı. Вообще xılmadı. Да мула. Устранить его. Шаллели, да мула води. Обязательно до того, как похолодает, мы попробуем, сделаем все возможное, чтобы помочь устранить эту проблему. Да мула. У этих людей действительно очень тяжелые условия, потому что они уже достаточно преклонного возраста, а тащить отсюда воду до дома Арбо достаточно далеко. И поэтому мы сделаем все возможное, все, что в наших силах, чтобы помочь провести воду отсюда туда. Купим недостающие шланги, купим моторчик, который будет качать воду. Наконец-таки организуем то, что мы все так хотели. Все ссылки будут в описании. Все, кто хочет помочь, переходите по этим ссылкам, перекидывайте ваши средства. И до зимы мы должны успеть обязательно. А теперь мы пойдем к Арбо и немножко покушаем, потому что мы немножко поработали и устали.
пригорело. И на самом деле я не знаю, как это готовится, поэтому звоню домой и спрашиваю. Давай. Так, бульон, это богин. Бурçta съедайте, Будь что, есть то, что язык дальдейрон. Короче, на ходу мы придумываем. Очень минимальное представление то, чем я сейчас занимаюсь. Так, первым наш соус будет пробовать арбо. Ну, бучам. Вот, попробуй тоже. По крайней мере, я старался. Все, закончили мы готовить нашу еду. Сейчас мы покушаем и пойдем собирать яблоки с кизилом. И, возможно, попробуем сделать компот из него. Но это не точно. Посмотрим, что из этого выйдет. В одном из своих выпусков предыдущих я устраивал конкурс. И, внимание, объявляем конкурс. 5 килограммов картошки с этого огорода мы разыграем обладателю лучшего комментария. Но так получилось, что в этом году была засуха сильная, не было дождей, и урожай, к сожалению, получился не таким хорошим, как предполагалось, и мы и надеялись. И в комментариях один парень написал очень интересный комментарий. Зачитываю, в общем. Мухаммад, скажи, что условия конкурса резко поменялись. Теперь обладатель лучшего комментария должен отправить 5 килограмм картошки Арбо и Лейле. И по иронии судьбы так получилось, что этот комментарий набрал очень много лайков. И этот парень потом со мной связался в Инстаграме и сказал, чтобы я купил картошку за его деньги, отправил мне деньги и взял для Арбо и Лейли картошку. В общем, я сегодня, когда ехал, взял для них картошку. Закупились мы и успешно довез эту самую картошку до этого дома. И пусть Всевышний примет садаку этого парня. На самом деле это очень интересная история, на мой взгляд. И это меня мотивирует на то, чтобы я дальше продолжал работать. Спасибо вам. И оставляйте ваши комментарии. Возможно, сегодня мы разыграем одно ведро яблок, которое мы сейчас соберем. Пойдем и соберем. Пошли, Амы. Так, эти яблоки еще не созрели. И мой оператор мне подсказал, пока выйдет это видео, если даже мы соберем, они успеют сгнить. И поэтому мы, наверное, скорее всего сделаем компот из них и разыграем одну 3-литровую банку яблочного компота с этих краев. Потом я выберу лучший комментарий, и эта банка направится в какой-то город России. Дыхалки нету, мама. А? Дыхалки нету. Дыхалка бешеная. А сейчас мы пойдем собирать кизил. Вот мы дошли наконец-таки. Ох, очень крутой подъем здесь. Просто не представляю, как они здесь лазят. Напишите в комментариях, за сколько минут можно собрать вот такое ведро этой ягоды. Или как это называется? Ягода, по-моему. Кизил. Надо продегустировать. Бисмилля. Очень вкусно. С кислинкой, думаю, под компот или варенье самое то. Надо попробовать. Надо дать попробовать нашему оператору. Аму, да? Прокомментировать. По его унесло нашего оператора. Реально очень кисло. Там внизу, где вода раньше шла, там повкуснее. Там поменьше и повкуснее. Надо оттуда тоже собрать. Но здесь побольше. Поэтому это будет быстрее. Все, мы собрали где-то процентов на 60 кизила. И Лёма как раз приехал сюда. За нами.
Assalamu alaikum. خذ يا شو Тоже не дало. ديكو سنة خش إيه تعليم عجب بيه Жеп, дико. ده ديكو ده لا أول شو هالشي. عجب بيه كان معروف كويس إيش ما هو شوي؟ ها اكتب حوالي. جينا ابوي ايش خذ هيك. ابوه ده яблок подвезет Лёва هو ده ما خد كم بوات رجوعات. 40 минут я холдин صديق представляю Кез Дудуй Да, что но мы пытались как могли в любом случае короче, вот عجي حتشي يوم شاش وتعوضها يا أخي يا أخي أشوف هاي صعبة كان يق بريسك يق это ведро надо в любом случае сегодня наполнить хотя бы яблоками على أولي Алло. يا أقول على Салол. ناس ويدر عقود Я буду закидывать яблоки, ты кто-нибудь держите ведро. ده Вот ده خذ بوس بقبول حلايلين حلقوات Сто лет не лазил по ماما деревьям, алейму хазбу хаяуна. Хорошо, дакикал дешь, дуйте бог, у них еще не время. не время, да? Да. Но для компота нам по-любому нужно. Пойдет. По всему вот этому району, по округе, очень много деревьев, когда мы даже на машине едем, видели сегодня. Хахилди, алём. Куда дакиду? Бук. Даже. Да, посмотри. Во. Промазал? Еще до чего. Да. Теперь плотность чую. Мы собрали полное ведро, и сейчас, кажется, ливень собирается. Тучи сгустились, и надо уходить. У нас были некоторые планы, к сожалению, сегодня не удастся их воплотить в жизнь, в реальность, и запасем это на следующие выпуски. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч. Берегите себя и своих близких.